Я не жалею об опыте, сделавшем меня той лисой, которая я сейчас. Сегодня вы услышите поражающую ваш мозг информацию, что недавно раскрыла нам Мангл. Данные слова присутствовали во FNAF Air. И я очень рада, что она оказалась тем созданием, которое мы видели в трилогии книг FNAF. В последней книге мы могли наблюдать фантайм аниматроников, что очень сильно отличались от игровых. В их конструкции присутствовали запчасти старых аниматроников, таким образом и души детей. Но на каждого фантайм-аниматроника приходилось по 5 разделенных душ. Так много частей, так мало времени. Проще говоря, разделяя эндоскелет одержимого аниматроника, можно разделить и душу. И поместив частичку в другое существо, душа прицепляется к нему. И среди этих аниматроников был Фантайм Фокси. Он выглядел точно так же, как и в игре, но за исключением того, что имел крюк. И его эндоскелет был как у обычного аниматроника. И этот персонаж был ведущим среди фантаймов. К тому же он по собственному желанию мог становиться точно таким же, как и Мангл. Именно поэтому некоторые думают, что он Мангл. Но это не так. И вот как оказалось, Той Фокси точно такое же создание с несколькими душами, как и Фантайм Фокси. Я множество частичек людей, сделавших меня той лисой, которой я сейчас. Как было раскрыто в книгах, Той аниматроники тоже создание Афтона. Но вот только Фантайм Фокси там заменял Мангл. И Твистед Фокси, который должен был стать той самой Мангл. Или, если проще сказать, он должен был стать Той Фокси. Именно поэтому я разгадала тайну, почему у Той Фокси нет определенного пола. Потому что оно является собранием нескольких аниматроников. Так что теперь давайте разберемся по полочкам. Как я люблю говорить, хороший лис с частями не разлучен. У нас есть несколько фактов о Той аниматрониках. Они создание Афтона. В книгах это Твистед аниматроники. Следовательно, Твистед Фокси это Той Фокси. Но тут нужно учитывать то, что игры и книги разные истории. Но все они канон. Именно поэтому данная информация важна в данном случае. При этом фантайм аниматроники тоже создание Афтона в обеих историях. И все они состоят из старых аниматроников с душами детей, что описано в книге, но не является таким в играх. Возможно. Таковой же является Той Фокси в игре. Но при этом она не является Фантайм Фокси. И вообще никак не связана с Фантайм Фокси, поскольку у них разные временные периоды. Знаю, они говорили, что обратно меня не собрать. Но видишь, как они ошибались. Я знаю, что сейчас вы ничего не поняли. Но я постараюсь все ясно объяснить прямо сейчас. Мы в данный момент пытаемся понять Мангл из игровой истории. Да, Той аниматроники действительно создание Афтона, но среди них отличается именно Той Фокси. Этот персонаж, в отличие от остальных, состоит из эндоскелетов Олд аниматроников, но оболочку имеет под дизайн Той. С каждого от аниматроника были взяты запчасти по чуть-чуть. Да, потому что не зря у нее 3 ноги, лишняя голова и кучу лишних отростков. От Бонни точно видно рука и глаза, от Чики кисти рук, от Голодена ухо и, возможно, голова, от остальных запчасти, которые скрываются под костюмом. Так много друзей, так мало времени, так много частей от друзей. Да, на второй ночи ясно сказано, что Олд аниматроники используются для запчастей. Ну, теперь нам понятно, для какого именно аниматроника они были использованы. И давайте послушаем Фангая. Как я уже говорил, он всегда был моим любимцем. А ты знал, что они пытались сделать нового Фокси? Ну, они думали, что первая версия была слишком страшной, поэтому сделали другую, более подходящую для детей, и поместили его в детский уголок. Мы чуть ли не тоскуем по дням в детской бухте. Мы никогда больше, никогда в жизни. Я думаю, сейчас вы действительно поняли, что Мангл — это создание, подобное Фантайм Фокси. Но за исключением того, что она не имеет крюка,
И она не фантайм аниматроник. Мангл — это лишь плохой эксперимент Афтона, как пример возможности слияния и разделения душ. Мы истинный образец угождения. Мы истинный образец погибели. Именно таков секрет Мангл. Теперь мы знаем, что она такое. Все ее тайны и связи с остальными аниматрониками мы раскрыли прямо в этом видео. Это действительно уникальное существо. Со всеми душами, со всеми аниматрониками. Тебе не очень-то радостно от нашего прихода. Наверное, мы сделали что-то не так. До свидания от обучающего канона ФНАФ канала Ливерли. Мы тебя слышим. Мы тебя чуем.